Только веревку не вить, а концу быть. Именно такую пословицу используют в России, чтобы подчеркнуть, что все имеет свое начало и окончание. Так и наш проект с региональным акцентом «Великий и могучий» подходит к концу. Меня зовут Аня, и я рада была быть с вами все это время. Давайте вспомним, что мы узнали за эти долгие 50 уроков. Мы поняли, что Вятская земля богата талантами. Это и художники, и писатели, и поэты. Так описывает родную землю поэтесса Наталья Седова-Шмелева в стихотворении «Вятский край». Вятский край как признание в первой любви. Вновь сквозь годы твое ощущаю дыхание, погружаюсь, как в негу, в объятия твои, и с тобой, словно с другом, ищу понимания. Красиво, не так ли? Но нашей целью было не только знакомство с Кировской областью, но и погружение в глубины русского языка. Думаю, мы и с этим справились. Оглядываясь назад, могу сказать, что мы говорили с вами о самостоятельных и служебных словах, междометии, которые исследователи не относят ни к тем, ни к другим, словах, состояниях, синтаксическом разборе и многом другом. Мы познакомились с вятскими традициями и ремеслами, местными праздниками. Если вам интересно, как до сих пор делают дымковскую игрушку или солят огурцы в Истабенске, добро пожаловать на Вятку! Сегодня напоследок хочется познакомить вас еще с пословицами и поговорками. Мы задевали эту тему в 36-м уроке, но подробно еще не говорили о ней. И то, и другое используется в России часто до сих пор и делает речь выразительнее. Итак, пословица – это малая форма народного поэтического творчества, краткое ритмизированное изречение, несущее какую-то мысль, вывод и насказание с поучительным уклоном. Знание – сила. Это пословица, с которой мы, кстати, полностью согласны. Поговорка – это образное выражение, оборот речи, метко определяющий какое-либо явление жизни. В отличие от пословицы, лишена обобщающего поучительного смысла. Например, 7 пятниц на неделе. Так можно сказать о человеке, который постоянно меняет свое мнение, или положить зубы на полку означает ограничивать себя из-за недостатка финансов. В вятских пословицах и поговорках часто подчеркивается целеустремленность ветчан. Например, вятский мужик спать не обвык, хоть глаза боятся, на руки делают. В этой пословице подчеркивается трудолюбие жителей Вятской земли. Вятский мужик хваткий, за что ухватится не отпустит. Здесь подчеркиваются такие качества, как упорство и готовность побороться за свое. Очень часто в местных пословицах встречается эта рифма «вятский, хваткий». И очень часто в юмористическом ключе. Мы, вятские люди, хваткие, 7 одного не боятся, а 1 на 1 и котомочки отдадим. Часто в пословицах можно встретить уже устаревшие слова, возможно, непонятные даже носителям современного русского языка. Например, об обычае размещать гостей в доме на Вятке говорили так: гость да в сутки, гостья на середь, ребенок в кутник, нищий под порог. Нужно отметить, что сутки – это передний угол в избе, середь – кухня, кут или кутник – угол при входе в дом. Так как значительная часть русских людей сейчас живет в городах, даже им может быть не ясен смысл такой пословицы. Ну что ж, а я сегодня поступлю как любимый детьми школьный учитель, который, отправляя их на каникулы, не задает домашнего задания. Я лишь хочу сказать вам до свидания, ведь мы обязательно встретимся вновь и скажем, как вятский поэт Виктор Рупасов: ну здравствуй, здравствуй, дорогая Вятка, родные и любимые места. Брожу по лесу и играю в прятки, я с памятью своей неспроста. Знакомые картины слева, справа, из детства эхо милых голосов. Упасть бы в эти листья, в эти травы и замереть на несколько часов. И я упал с березкой по соседству, со счастьем в сердце и мечтой в душе, а на пеньке сидела рядом детство, в веснушках и улыбкой до ушей. До новых встреч! Будьте счастливы!